Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 августа. Давайте узнаем подсказки карт, что они нам расскажут или на чем хотят сконцентрировать наше внимание. Я должна сказать, что в эти 10 дней, не совсем тот период, когда мы можем что-то или ускорить, или призыв какой-то звучать нам самим ускориться. Во-первых, ретро-меркурий, буквально по 10 августа. Это может быть как информация сбивчивая. Задержки могут быть самые разные, мои дорогие. Поэтому себя тормошить, в принципе, нет смысла. А вот для отдыха, для занятия теми делами, которые вы долгое время откладывали. Думали, это на потом. Сначала что-то первоочередное или то, что очень важное, а потом уже вот руки дойдут. Возможно, как раз с 1 по 10 августа и дошли. Или личная жизнь. Давайте узнаем. Первая колода – это 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Каким образом открыть эту дверь? А может быть, что-то мы и не будем открывать, и сами не пойдем. Давайте достанем 3 карты без вопросов. Потоковая информация. О чем вам хотят сказать карты или заострить ваше внимание? Каждая карта как знак судьбы, своеобразный знак, скажем так. Итак, первая карта, первый знак судьбы. Вторая, второй знак. И третий знак. И на колоде Таро дополним наш прогноз. Первый вопрос. Что прояснится? Что прояснится для стрельцов с 1 по 10 августа? Следующая карта. В чем ваша сила? В чем вы наиболее ресурсны в эти 10 дней? Кто или что появится неожиданно? Возможно, это та тема, которой вы прежде занимались. Хотя я должна сказать, что планетарные транзиты таковы, могут вернуться бывшие. И это совсем не обязательно из разряда тех людей, которых мы будем рады видеть. И если были проблемы в отношениях, то нужно понимать, что проблемы сами по себе никуда не исчезли. Поэтому где-то не замечтаться все-таки будет важно. Ладно, давайте посмотрим по основным сферам жизни. И первая карта – сфера ваших достижений. Дела, работа, учеба, бизнес, документы или какие-то, может быть, даже дела по дому. Что-то вы хотите переделать. У кого что. Сфера финансов, любовь и личная жизнь. Итак, первый знак. Наверное, все то, что я говорила до карт, что и ретро-меркурий тут может путать нам карты, могут и документы какие-то задерживаться, или информацию вам приходится перепроверять. Перепроверять точно стоит. По аркану Луна это есть ориентиры, есть очертания, конкретики никакой. Более того, беречь себя призывает эта карта старшего аркана, и, на мой взгляд, в этой колоде очень четко прорисовано, какие действия от нас требуются. Все неоднозначно, мои дорогие стрельцы. Конечно, у каждого из вас есть свои планы, может быть, там тезис-план, уже что-то расписано по дням. Здесь могут и вот эти дни как будто перемешаться. Или планировали вы осуществить что-то в один день, а тут один на другой день могут накладываться. Такое тоже я вполне допускаю. Или какие-то встречи сбиваться. Вот самые разные неожиданности они могут быть. Но тут неожиданности где-то больше через задержку. Или, может быть, вам кажется остановка, какая-то пауза. И правда, тут нужно себя сохранять, когда выпадает аркан Луна. Я говорю, избегайте толпы. Есть фраза «меня несет толпа». Это не просто слова, это опасное состояние, мои дорогие. С другой стороны, даже если мы толпу переложим не буквально на какие-то внешние воздействия, а, к примеру, ваш коллектив, если вы работаете, или какая-то иная ситуация, когда вы оказываетесь словно между двух огней. Есть одна, допустим, группа людей, которая имеет одно мнение или абсолютно в чем-то убеждена. Есть другая, противоборствующая сторона или альтернативное какое-то мнение. И точно так же абсолютно уверены люди думают, что правы они.
И вы можете быть между. И вот вам ни туда, ни сюда. То есть мы избегаем примыкания, будем говорить, к чему-то одному. Потому что пока еще непонятно. И карта ведь нам тоже говорит, выглянет солнце, и все встанет по своим местам. Вот какая-то путаница, она может быть в эти 10 дней. Но ваша задача, если мы говорим уже конкретно о карте. Обратите внимание, ожидания, если мы, да, об этом с вами говорим. Девушка беременная прогуливается по берегу, она ждет, она понимает, есть определенный срок, и его никак не пересмотришь, да, вот все как-то невидимая сила вот этим руководит. И есть дверь, дверь под наклоном. Художник прорисовал прообраз Пизанской башни, та, которая падает уже столетия. И вроде бы это все-таки башня, это место укрытия, это какое-то надежное место. И пусть она падает столетия и, может быть, еще дольше простоит, никто не знает. То есть то, что нам может казаться, ну, где-то ненадежным, на самом деле может быть со значением, с точностью да наоборот. И вот эта дверь, которая не имеет ни ключа, ни замка, но имеет стража дверей. И это не кто-нибудь, а хамелеон. И вот вам, мои дорогие, как будто обязательно нужно подняться и открыть эту дверь. Да, она будет так тяжеловато открываться. Мы знаем, когда дверь под наклоном, ну, все немножко так со скрипом идет. Но тем не менее, это башня, это надежное место. И мы, прежде чем нам позволят открыть эту дверь, нам придется договариваться с хамелеонами. Вот какая-то ситуация совершенно неоднозначная. И вам словно между, словно не принимая ничью позицию. Где-то на своей волне, мои дорогие стрельцы, и в то же время эту волну мы не демонстрируем. Мы не говорим, в чем мы уверены, мы никому ничего не обещаем, не даем своего рода как зарок. Или будьте внимательны, когда вы подписываете какие-то документы. Буквально, может быть, у кого-то документ как поручительство, ваши обязательства. Может быть, кто-то берет, я для примера, кредит, а вы идете поручителем. Тут вот нужно 1000 раз что-то просчитать. Ну или пусть подобная ситуация в другой сфере жизни. Не рисковать собой. Вот основной посыл, наверное. Второй посыл или знак судьбы. Ну, правда, императрица. Ведь эта карта, знаете, как символ нового «я». Это уже ваше желание, то, что вы хотите построить, создать. Или пусть это по сфере достижений, может быть, по работе. Может быть, это и личная жизнь императрица. Ведь это еще и статусная карта. Может быть, вы хотите изменить статус. Кто-то хотел бы изменить вообще концепцию личной жизни. Кто-то хотел изменить статус по работе. Потому что императрица, она плодовита. И, к примеру, мои дорогие девочки, для кого это целесообразно по возрасту и поставленным целям. Я жду ребенка, особенно в сочетании с картой Луна. Я стану мамой. Вы вот можете узнать в этот период августа. Хотя, вполне вероятно, вы об этом уже знаете. Тогда эти 10 дней– это забота о себе самой, о вашем здоровье. И нам карты ведь не говорят о том, что это какое-то недомогание. Нет. А это время, когда нужно именно самой себе любимой уделить это обязательно. Может быть, это еще одновременно могут быть вопросы дома или жилища, подготовки. Мои дорогие мужчины, для вас это может быть важная женщина в вашей жизни. Причем любая, нам не говорят, да. Может быть и любимая женщина, может быть и руководитель, почему нет. Руководитель какого-нибудь научного проекта. У каждого свои абсолютно задачи. Но для каждого из вас, мои дорогие стрельцы, императрица, она плодовита, имеется в виду на идеи. Поистине, этот период 10 дней может стать для вас волшебным, когда вы где-то и планы можете корректировать, а главное, хорошее настроение. Для кого-то из вас может быть вообще просто отдых сам по себе в кругу любимых людей. Дома или, может быть, вместе с кем-то из любимых вы куда-то намереваетесь отправиться. Для себя самого или для себя самой уделить такой короткий период времени, всего лишь 10 дней. Третий знак судьбы. А ведь и правда, смотрите, у кого-то даже может быть, я такое допускаю, знакомство. Или вы задумаетесь впервые о переезде по нулевому аркану. Это может быть
И новая идея, новый проект, если мы говорим сферу достижений, работы или пусть это учеба. Вы точно так же спонтанно можете прийти к выводу, что вам не хватает в какой-то области знаний. У вас два старших аркана. Это начало, какая-то перезагрузка, тем не менее, идет. И в такие периоды жизни, мои дорогие стрельцы, очень важно себя не подгонять, не пришпоривать. Давай делай быстрее или создать себе какую-то многозадачность, пытаясь в один день успеть свернуть горы. Оставьте горы на месте. Вот здесь, если поспешишь, говорят, людей наспешишь, все-таки у нас нулевой аркан, и он, ну и нас призывает быть осторожным, потому что всегда шут на краю обрыва изображен. Он чего-то не видит, но в этой колоде у нас волшебный шут. У него словно волшебный ключ. А у кого из вообще так, если по персонажам карт, именно старших арканов, ключи в руках у Иерофанта. Тут какая-то судьбоносная возможность. И пусть это у кого-то будет связано с переездом, к примеру, да, или планируемым, потому что по нулевому аркану как раз перемещение и проходит. Причем такое перемещение налегке, вот как шут идет он налегке, или это какая-то спонтанная мысль. Не прогоняйте ее. Вам тут может ваша душа, она мудрая, давать какие-то волшебные подсказки. Ну и пусть это то, чем вы не занимались. Или когда вы никогда так не поступали. Не прогоняйте эту мысль. Или творческий инсайт. Тут нужно что-то додумать, потому что перезагрузка, она уже в действии. И если Уран в Близнецах, мои дорогие, по Урану ведь это всегда ломаются шаблоны. А шаблоны – это наша привычка. И нам карты говорят, что нет, так как ты действовал прежде, прежние методы, они не будут работать. Вот поэтому и перезагрузка. Но ты сейчас наиболее ресурсен. Но было бы поспешным и неправильным, если бы мы, знаете, пока не что-то не просчитали или не попробовали, может быть, не примерили на себя какую-то ситуацию, какое-то дело, предложение, ваше намерение или цель. Тут вот все-таки аккуратные действия. Ступать мы должны внимательно и осторожно, но уверенно, потому что какой-то совершенно новый период жизни вас ждет впереди. Что же прояснится? Прояснится какая-то замшелая ситуация, по которой вы долго переживали. У вас словно глаза откроются. Может быть, вы думали или надумали себе, ведь это карта искаженного восприятия, что нет, такого не может быть никогда. А тут вы можете, кстати, столкнуться с какой-то новостью, когда, пусть эта новость, она приходит даже в средствах массовой информации, но вы были в чем-то убеждены, что вот работает какая-то система, или по закону вот оно будет так. Тут могут быть разного рода поправки или дополнения, какие-то приложения, какие-то нюансы. В конце концов, это у нас глаза открываются, мы понимаем, мы себя совершенно напрасно поставили на какой-то стоп. Или заключили вот как вот в этот круг из мечей, да, в центре в круга. А ведь по сути-то нам ничто не мешает, нам ничто не угрожает. Нам, наоборот, нужно быть реалистами, чтобы идти вперед и не подзастрять. То есть либо какая-то ситуация, которая долгое время длилась, и вы уже потеряли надежду, что там что-то будет меняться. Так вот, меняться тут может быть это вы меняетесь, потому что вы понимаете, что на самом деле все обстоит несколько иначе. Это у нас открываются глаза, можно сказать и так. И тут может быть ситуация, которая связана с человеком. Или, как я сказала, может быть на более таком глобальном уровне. Наше мировоззрение может меняться тоже. Но самое главное, наверное, что прояснится. Если прежде был какой-то стопор, да, мы словно не могли или нам так казалось, нет возможности двигаться, нет возможности что-то предпринять. А тут мы видим тысячу возможностей. Посмотрите, и предыдущие карты, они как раз об этом говорят. Но карта Луна призывает нас, тем не менее, действовать очень аккуратно, что-то додумать, просчитать, найти дополнительную информацию. И это ни разу не означает, что мы должны копаться в себе, в прошлом, ведь это всегда карта прошлого. Откуда к нам приходят грустные мысли? Ну, когда-то мы потерпели фиаско. Это каждый из нас, к сожалению, на протяжении жизни сталкивается с этим. Но это нас не должно ограничивать. Вот об этом
нам говорит карта, и именно какой-то подобный вопрос у вас прояснится. В чем ваша сила? А вот в этом как раз и ваша сила. Привести мысли в порядок. Может быть реалистом. Не находиться, знаете, как в ограничениях каких-то рамок, которые вы построили себе сами. Ведь обе карты говорят именно о личности. Они не говорят, в общем-то, даже о внешних событиях, хотя аркан Луна об этом говорит. Но, может быть, даже если тысячи неопределенности, мои дорогие, или хоть камни с неба, мои дорогие стрельцы, посмотрите, какие у вас арканы. Это очень многообещающая позиция и одновременно сильная, но вам нужно ее усиливать, не случайно опять же Луна. И нулевой аркан вам говорит, это очень продуманные какие-то шаги и действия. Это буквально маленький шаг и осмотрись. И прежде чем ты будешь делать следующий шаг, посмотри, что вокруг тебя происходит. Посмотри, кто тебя окружает. Посмотри, что говорят люди, но не для того, чтобы устроить тут себе самокопание, а максимально быть реалистом. Холодная голова, мои дорогие. Может быть и жизнь в порядок. Хотя, в принципе, в чем ваша сила? И я тут вижу, действительно какая-то перезагрузка через отдых вам очень необходима. Не тормошите себя. Будьте милосердны к самим себе. Императрица, она уделяет внимание отдыху обязательно, потому что, а где взять силы? Мы говорили, она надеется сама на себя. И если у нас нет сил, если мы выдохлись словно, да, уставшие люди делают ошибки, и мы чего-то ведь не замечаем. Мы начинаем действовать на автоматизме. Вам нельзя действовать на автоматизме. Ровно так же и нельзя действовать по прежнему шаблону. Кто или что появится неожиданно? Какая-то идея. Может быть и предложение. Или, как я говорила, инсайт. Паш кубков – это всегда что-то новое. И кубки, понятно, это что-то вас радует. Это приятные новости. Или пусть это, вы знаете, хорошее настроение. Кто или что появится неожиданно, может быть и какая-то ваша идея, словно собраться в дорогу и решиться, ну, даже какое-то небольшое путешествие совершить. Или решиться на какое-то предложение или на собственный творческий проект. Пажи – это учащиеся, причем такие прилежные. Но карта говорит вообще, если мы вот возьмем все три карты, и 10 дней. Тут не только об отдыхе нам говорят, не только говорят о перезагрузке, а вот по пажу кубков мы как раз дополняем себе сил или нас где-то окрыляет, делает более сильными, опять же, доверие к самому себе. Да, здесь могут быть, пусть это не у каждого, не всех касается, но у кого-то могут быть знакомства. Или просто, ну вот вы захотели что-то сделать, да, или опять же куда-то поехать. Или что-то вы решили посмотреть, да, на расстоянии, я имею в виду, опять же, куда-то переместиться. Здесь вот как раз по пажу кубков что-то подобное может проиграться. Какой-то ваш интерес, который в первую очередь окрыляет, вдохновляет и улучшает настроение. Так вот и карта говорит, вот ты порадуйся этому периоду. Если ты и строишь планы, это хорошо, продумывай. Но это не значит, что ты, если строишь планы, ты должен вот как в восьмерке мечей быть. Ты, если будешь все время оглядываться назад, ты не сможешь отойти от этого шаблона. А это сделать, ну, просто категорически необходимо. Ну, может быть, у кого-то из вас и не будет вот столь глобальных перемен. Я такое допускаю. Все же карты нас призывают к отдыху, какой-то неторопливости, но тем не менее хорошее настроение. Может быть, это будет связано с какими-то новостями или с конкретным человеком, или обстоятельствами. Тут у каждого по-своему. Оно позволяет вам, ну, сохранить силы на будущее или, может быть, где-то рассмотреть новые варианты. Вот смотрите, не одна карта уже нам сказала о том, что я имею в виду карта Луна и вот эти две карты. Ведь все это где-то говорит о том, что нельзя мыслить вот как по-старому, потому что это не сработает. Или, мои дорогие, может быть, впереди вас ждет решение какого-то вопроса, и если вы будете думать, что вот я поступлю, как и прежде, да, или
ну, отталкиваться от каких-то прежних своих, ну, может быть, даже навыков или привычек. Так вот это тоже не сработает. Тут элемент новизны придется вносить. Ладно. Сфера достижений. Король кубков. Ну вот для любви, для личной жизни волшебное время. Король кубков – единственный персонаж, который умеет совместить материальное или земное и возвышенное. И он не путает одно с другим. Хотя, да, всегда нам король кубков, изображенный на либо участке суши, либо на каком-то постаменте показан, потому что это материализм. Это то, что как база, основа. Это уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне. Но именно королю кубков свойственны эмоции. Просто он умеет в вопросах финансов или в каких-то деловых вопросах не добавлять этих эмоций. Очень рационально решать и наоборот. Не добавлять вот этой прагматики такой сухой, черствой. Вопросы чувств, мои дорогие. Вот тут у вас могут быть такие планы на будущее, которые где-то перекликаются с тем, что просит ваша душа, или вопросы любви, и именно на будущее. И аркан императрицы об этом тоже говорит. И пусть это у кого-то вопросы конкретно дома, перемещений или какие-то ваши темы, когда вы хотите, может быть, организовать личное дело, организовать бизнес. Пусть это у кого-то совершенно какие-то первые шаги, начало. Нужно учиться. Тогда вот кто или что появится неожиданно. Это возможность чему-то научиться или сделать первые шаги. И пусть это у кого-то, может быть, кстати, курсы, и вы начинаете чему-то учиться, как в группе людей находясь, и новые люди в вашу жизнь приходят. И это само по себе уже благо и отход от какого-то шаблона. Впустить новых людей в вашу плоскость, да, вашего общения. Это будет тоже благое дело для вас. Вам нужно обязательно чем-то и вдохновиться, и отдохнуть, и для себя какие-то новые планы построить. Вас это все делает и легче на подъем. Ну и внутренне, знаете, как окрыляет, улучшает настроение. А если есть настроение, будет и здоровье. А здоровье тоже по аркану императрица важно. Есть вот взаимосвязь, я бы сказала, между всеми сферами жизни. Финансы. Пятерка мечей. Ну, тут есть такой момент, что не поссориться. Может быть, это вы где-то, ну, видите финансовую стратегию в одном ключе, а ваши близкие что-то намереваются приобрести. Ну, я для примера. И может быть такая ситуация, когда нашла коса на камень. Но все же пятерка мечей нас приглашает быть внимательным. Выигрывает тот, кто не вступает в спор, не поднимает перчатку вот этой словесной дуэли. Тут именно слова идут. Или к этим словам еще и какие-то наши ощущения, когда мы считаем, что вот именно так, единственно правильно. Но мы в этот период чего-то не видим. Любовь и личная жизнь. Ну, про любовь не назовешь, конечно, старший аркан, и у вас первый аркан – Луна. Будьте внимательны, мои дорогие стрельцы, но я должна сказать, правда, какие-то барьеры, препоны падают, ведь прообраз башни – это в первых картах Таро была тюрьма. Тюрьма, которая нас очень долгое время ограничивала. И мы уже к этому привыкли, мы думали, что это точно вот так оно и должно быть. Опять же, сила привычки – а вот здесь вот эти привычки или прежние шаблоны мы на протяжении нашего расклада говорим. Тут есть какая-то невидимая могущественная сила, которая ведет ваш знак зодиака. И когда мы понимаем, что да, вот есть что-то в моей жизни, нечто более сильное, чем я сам или сама, или не просто мои желания, а вот это как-то согласуется с событиями извне, то тогда мы будем более внимательны и осторожны. Аркан башня где-то нам намекает о том, что, возможно, будет такой период 10 дней, когда решение все-таки придется принимать. И причем такое решение, когда вы для себя оставляете запасной аэродром. А я бы сказала, продумать этот запасной аэродром загодя, может быть, было бы и неплохо. И пусть это выпадает любовь и личная жизнь. У кого-то это могут быть вопросы, ну, где-то и с финансами перекликаться. Или с недвижимостью. Вот такое я могу тоже предположить. Мне хочется достать дополнительную карту. А с чем это связано?
не совсем так однозначно. Но я могу предположить, что личная жизнь, может быть, вопросы, связанные с детьми, или недвижимость, да, или место вашего пребывания. Так с чем связан аркан башня? А вот смотрите, вам как будто нужно делать выбор. Какая-то тупиковая ситуация у вас должна закончиться. Или она сама по себе заканчивается, потому что вы узнаете какую-то новость. Точно, смотрите. Вы сами куда-то можете поехать и разузнать информацию. Или вы перемещаетесь. У каждого ж тут своя какая-то задача, правда? Но, к примеру, есть какая-то тема, когда вы принимаете решение, и нет, дай-ка я лучше сам куда-то поеду, увижу своими глазами, поговорю с людьми и проясню какой-то вопрос. И вот это будет правильно. Что-то подобное может проиграться, когда к вам такой визитер тоже приезжает. И это может быть кто угодно. Но, тем не менее, это, скорее всего, либо сфера ваших достижений, либо вопрос перекликается все-таки с финансами. Рыцарь Пентаклей. Или, мои дорогие стрельцы, если была патовая ситуация, а вам нужно именно по финансам, а вам нужно произвести какой-то платеж, когда выпадает рыцарь Пентаклей, есть человек, который вам способен помочь. Значит, даже если вы не видите в каком-то деле выхода, в первую очередь нужно проанализировать ваших знакомых. И вот тот, который приходит на помощь, это может быть совсем не тот человек, на которого мы могли бы рассчитывать. Это может быть и другая персона. Либо добрым советом, дельным, а не просто выслушать, поахать и что-то такое невразумительное. Нет, тут вот именно действенные советы, которые в цель вам как-то могут помочь. Или буквально, если мы хотим осуществить вот какой-то платеж, или по деньгам нам нужно, ну как выкрутиться, так ведь тоже бывает, то в вашем окружении такой человек есть. А вообще еще это карта марафонского забега лет на 10-20 и первые шаги. И мы с вами об этом говорили. Вы словно подводите итоги и строите планы на будущее. И не все однозначно. И может быть даже пятерка мечей будет означать, что у кого-то из вас был конфликт именно прежде по деньгам, а теперь вы можете помириться. Или даже я могу такое допустить, что с кем у вас была ссора, может быть так, пусть это не ко всем относится, но тем не менее, вам точно конфронтация, мои дорогие стрельцы, не помогает. И вовсе не потому, это вы можете даже воспринимать человека, что он вам хотел сделать плохо, а он не хотел. И вот такая метаморфоза у вас может быть в жизни в эти 10 дней. И может случиться именно так, что тот человек, о котором вы были, ну, мнение такого, знаете, ну, как так себе, а именно и он откликнется на какую-то вашу просьбу или какую-то вашу задачу. Но конфронтация точно не полезна. А вот то, что помириться можно, мои дорогие, это факт. Перекладывайте на себя. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что пишете свои житейские ситуации. Вот раскладываю карты, я ведь не вижу, что там у каждого из вас. Поэтому вы мое вдохновение. Я вам очень благодарна. Даже если я не всегда откликаюсь, поверьте, я всегда очень внимательно читаю. Перекладывайте на себя, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.